Бонджорно! Сегодня мы будем готовить карбонару, спагетти карбонара. Впервые с карбонарой меня познакомил мой друг, и он тогда ее преподнес как калорийную бомбу. Она была жирная, со сливками, с ветчиной, и она была действительно калорийной бомбой. Позже, уже в Риме, попробовав карбонару, я понял, что она не должна быть жирной, там не должно быть сливок, а главное, что это не должна быть ветчина, это должно быть прошутто, на крайний случай хамон. Для меня карбонара – это итальянский фастфуд, что можно всю готовку уложить в полчаса. Но для этого необходимо несколько заготовок. Понятное дело, яйца, у знатного куровода они всегда есть. А еще это прошутто, в моем случае хамон. Хамона надо совсем немножко, грамм 50-70, у меня здесь 55. Понимаю, что это далеко не самый лучший хамон и не самый дешевый, но он в таких маленьких упаковках может спокойно лежать в холодильнике до того момента, когда понадобится. А когда понадобится карбонара, неизвестно. Потому что бывает, что придешь вечером с работы, уставший, все лень, не знаешь, что делать на ужин, то на карбонару ингредиенты всегда найдутся. Так что для этих целей вполне сойдет. Хамон, яйца, пармезан и все. И спагетти. Это быстрый вариант, поэтому спагетти покупные. Главное условие итальянской готовки – это ингредиенты должны быть дорогими. Выбирайте всегда самое лучшее, самое дорогое, потому что в итальянскую кухню его надо мало. Для спагетти я использую специально кастрюлю для спагетти. Также ее можно использовать и для спаржи, но для спагетти я ее использую чаще. Вода греется, нарежем мясо. Формально это считается ветчиной. Но для меня ветчина, она копченая, она с ярко выраженным вкусом дыма. Это же все-таки вяленое мясо. Нарезаем мы его небольшими квадратиками. По крайней мере, в Риме оно было нарезано квадратиками. В Риме также наткнулся на изумительную мясную лавку. Даже в Гугле ее еще отметил. Очень забавное место. Там столько всяких вкусностей итальянских. Привез тогда полный чемодан колбасы, мяса. Потом год его ели. Яйца, понятное дело, свои, от счастливых кур. Разбивать яйца лучше обратной стороной ножа. Так он вам дольше прослужит. Натрем сюда пармезан. Сколько грамм? Я так сходу не могу сказать. Совсем немного, буквально грамм 20, наверное, 30. И мы это забьем. Настоящий соус для карбонары, он готовится за счет тепла спагетти. Фактически это такой недоготовленный омлет. И здесь важно именно поймать правильный температурный баланс, чтобы соус приготовился, но не сварился в омлет. Следующим идет чеснок. Чеснока немного, 3 зубчика. Карбонара, та легенда, которая мне нравится, гласит, что это еда шахтеров, что карбон, уголь, и вот оттуда идет это название, что это очень простая и недорогая еда. И вот как раз перец, который в самом конце идет в рецепте, то он должен быть крупными
кусками и символизировать именно уголь, карбон. Как говорит народная мудрость, количество съеденной картошки можно регулировать исключительно количеством почищенной картошки. То же самое относится к пасте. Это вкусно, и его можно съесть много, но все-таки меру надо знать. Поэтому изначально отмерим необходимое количество пасты. Я обычно рассчитываю 100 грамм сухой пасты на человека. Можно использовать вот это отверстие, чтобы через него отмерять порции. Ну, сколько раз не пробовал, ничего из этого у меня, по крайней мере, не получилось. Поэтому я использую весы для надежности. Спагетти отмеренные, яйца взбитые, вода почти закипела. Нарежем чеснок. Самое долгое в процессе приготовки карбонары – это готовка самой пасты. Вода закипает. Мы туда добавим немножко растительного масла и как следует соли. Отлично. Дадим им закипеть, погрузиться под воду и поставим таймер. Этим надо 8 минут. Пока они закипают, подготовим все остальное. Дуршлаг, сковорода. Непосредственная жарка начнется примерно через 2 минуты. Когда останется минут 6 для готовности спагетти, столько времени уйдет уже непосредственно на сам соус. Последовательность простая. Чеснок, слегка его обжарить, чтобы убрать горечь. Дальше прошутто, чисто чтобы его подогреть. После этого снимаем все это с огня, добавляем чуть-чуть воды из самих спагетти. Это понизит градус и даст больше жидкости для соуса. Дальше уже непосредственно яйца и сами спагетти. Добавим масло, что остается как раз 6 минут. Масло нагрелось, оно выглядит горячим, и уже пошел характерный запах. Буквально пару минут, не очень сильно, чтобы он не сгорел. Можно смело сделать огонь поменьше. Добавляем хамон. Там остается меньше 2 минут. Чудненько. Немножечко бульончика от спагетти. Выключаем и переставляем на другую камфорку, чтобы оно немножко остыло. И обратите внимание, что пока что солилась только вода, потому что и пармезан, и хамон или прошутто, они достаточно соленые. То есть сам соус специальный я не солю. Это значит, что паста сготовилась. Неожиданно. Холодная вода – это не для пасты, это для раковины, чтобы акрил не треснул. Дальше мы это перемешиваем. Чуть-чуть горячевато. Чуть-чуть белка все-таки схватывается. Раз это итальянская кухня и считается
изысканной, то и подаем в соответствующей посуде. Соуса много, это хорошо. Соус красивый, желтый. Ну, это спасибо курочкам и одуванчикам. Еще немножко пармезанчику сверху. Черный перец в виде угольков. Ну, здесь, конечно, чем крупнее его помолоть, тем будет лучше. Ну и посмотреть. Ой! Упс! Чуть не убежал. Карбонара. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. До следующего раза.